Здравствуйте! Это видео начинает серию, которую мы назовем «Просто о сложном». В ней мы попытаемся максимально предметно рассказать об акустических измерениях. Курс будет кратким, поэтому мы лишь вскользь затронем физику колебаний, не будем приводить здесь сложных математических формул, а из накопленных знаний извлечем максимально полезные в практической работе системного инженера. К сожалению, зачастую должности системного техника, звукорежиссера, стейджмена и водителя совмещаются одним и тем же человеком. И к моменту начала мероприятия он измотан настолько, что это приводит к плачевному результату. Но мы представим себе, что все должности раздельны и определим те цели, которые решаются системным звукоинженером. Инженер всегда работает в тесном контакте с человеком, ответственным за микширование, проще говоря, звукорежиссером. Нашей задачей является максимально облегчить его работу. Именно по результатам его работы, по выступлению группы, будет оцениваться результат всей вашей компании, начиная от менеджера, заканчивая гримером. Именно по его работе заказчик будет оценивать денежные средства и эффективность вашей прокатной компании. Определим же первоочередные задачи. Первое. Необходимо оценить озвучиваемую площадку по чертежам, по телефону, на словах или любым другим удобным способом. Второе. Подобрать тот комплект оборудования, который позволит обеспечить равномерное звуковое поле на всей этой площадке. И третье. Настроить это оборудование максимально возможно линейно и произвести те корректировки, которые потребуются звукорежиссеру. Нам понадобится несколько очень специфических инструментов. Первым из них, естественно, являются знания. Для этого вам нужно очень много читать, интересоваться новинками отрасли, пользоваться расчетными линейками, экселевскими калькуляторами и онлайн-ресурсами. Вторым инструментом является системный процессор. Он должен позволять разделять полосы, работать с частотными характеристиками, применять различные фильтры, дополнительные задержки, а также для безопасной работы оборудования работать с динамическим диапазоном. Третьим инструментом, естественно, является измерительный комплекс, о котором сегодня и пойдет речь. Состав измерительного комплекса практически всегда неизменен. Он состоит из вычислительного устройства, в данном случае компьютер, звукового интерфейса, измерительного микрофона, а в качестве вспомогательного оборудования калибратора и мультиметра. Принцип работы измерительного комплекса заключается в следующем. Программа генерирует комплексный сигнал. Как правило, это розовый шум. В этот момент генерируется весь диапазон частот от 20 Гц до 20 кГц со случайными изменениями. Также иногда используют белый шум и псевдослучайную бинарную последовательность МЛС. Все эти звуки не очень приятны на слух, но это, к сожалению, неизбежность в нашей работе. Этот сигнал с помощью звукового интерфейса одним из его выходов отправляется на ваш звуковой комплекс. На первый вход подаем сигнал от микрофона, установленного перед ним. А в качестве эталонного используем выход, подключенный непосредственно на вход. В результате этого программа выдает результирующую функцию между сигналом, приходящим от микрофона, и сигналом вашего звукового интерфейса. Данный принцип называется transfer function, или по-русски передаточная функция. С помощью этой функции мы можем узнать, чем отличается звук, принимаемый микрофоном от вашего звукового комплекса в этом помещении от эталонного по частотным, фазовым, громкостным и временным характеристикам. Все эти характеристики отображаются на графиках, интерпретируя которые вы можете максимально возможно улучшить работу своего звукового комплекса. Звук, выходящий из вашего звукового интерфейса, всегда претерпевает изменения. И, как правило, эти изменения отрицательны. Усилители привносят гармоники и искажения. Колонки нелинейно воспроизводят диапазон, а при использовании двух или более источников происходят интерференции в воздухе. Помещение привносит массу отражений вплоть до явно слышимых повторений. Наихудшим случаем таких изменений является возникновение так называемой противофазы. Упрощенно это явление можно объяснить так, когда некоторые из частот воспроизводятся с различной полярностью. В таком случае они исчезают полностью и бесповоротно. Это когда перепутаны плюс и минус в кабелях. Это когда динамики смещены в пространстве без внесения дополнительных задержек. Во всех этих случаях исчезает весь диапазон или часть этого диапазона. И сколько бы звукорежиссер не пытался поднять определенную частоту или добавить громкости всей системе, этого ни в коем случае не произойдет. Хорошая новость заключается в том, что мы попытаемся рассказать, как этого избежать. А все остальное можно исправить.
Гармоники искажения заменой усилителя или уменьшением громкости. Нелинейность динамиков использованием эквалайзера, а отражение помещения правильным размещением в пространстве или использованием линейных массивов. Краткий список измерительных программ и вспомогательных инструментов вы можете найти под этим видео.